Представители знака зодиака Овен. Здравствуйте, мои дорогие Овны. Таро расклад. Что спешит вашу жизнь? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Таро на неделю с 21 по 27 апреля. Давайте с вами узнаем, так что или кто спешит вашу жизнь? С чем это будет связано? Возможно, это и новость какая-то, информация. Кто знает, может быть, и человек тоже. И достанем с вами карты, как знаки судьбы, подсказки высших сил, что вам как раз хотят передать высшие силы или на что вам нужно обратить внимание. Останемся, конечно, реалистами, всегда говорю об этом, потому что любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Однако, надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и, глядя на метафору карт, какую-то подсказку вы получите. Просчитаете какой-то свой вопрос или найдете новое решение. Итак, пасьянс. Что же спешит вашу жизнь? Именно события больше нам раскрывают карты старинного пасьянса. Какие же события? События ближайшего будущего. Смотрю я, смотрите и вы. Что у нас совпадет? Но вот какие-то есть переживания. Причем череп – это не есть какая-то конкретика. Это внутреннее состояние, знаете, сродни такого. А получится, не получится. Вот не добавляйте себе какого-то мрака, потому что реальным делам, вещам, событиям вот это не относится. Это где-то воспоминания из прошлого. На основе вот этих переживаний лежит какая-то прежняя история, которая уже давным-давно закончилась и не имеет никакого значения. А мы все думаем. Ну, наверное, природа человеческая такова. Идем с вами дальше. Я смотрю, что у вас еще совпало. И пока я не вижу совпадений. Когда мало выпадает совпадений, часто это свидетельствует о том, что спокойный период жизни. Ну, понятно, относительный. В нашей жизни все относительное, но тем не менее. Это на самом деле так. Ну вот теперь я вижу, что у вас совпало. Может быть, это событие недели, как ближайшее будущее, ну не буквально с первых дней. Хотя я это не утверждаю, все это относительно. У вас выпадает как колчан со стрелами, это полное исполнение желаний. И есть вот в этом пасьянсе корабль, там просто исполнение желаний. А здесь у вас выпадает именно в контексте полное. Значит, может быть, не один какой-то вопрос решится, а сразу несколько. И одновременно мы можем соединить деньги. Ну, такие две важные составляющие, и, наверное, остальной расклад можно, по сути-то, уже и не смотреть. Значит, что-то хорошее, доброе буквально спешит в вашу жизнь. Мы спросили, что спешит? Ну вот исполнение или желание, или решение какого-то важного для вас вопроса, мои дорогие овны. И одновременно благополучие, все же деньги – один из способов взаимодействия с миром. Или когда мы себя чувствуем уверенно. Это ведь тоже очень важно. Давайте я посмотрю, что у вас еще совпало. И в нашем пасьянсе мы можем соединить крайние ряды. Как и по вертикали, так и по горизонтали. Смотрим. Поэтому если начался наш расклад, да, череп, и я сказала, ну, к делу, к реальному, или к реальному ходу вещей, никак не относится. Поэтому не добавляйте себе какой-то ненужной глубокой философии на мелком месте. Да, вы знаете, у вас это... Почему? Сейчас объясню. Вот это череп, переживания. Вот это такая метафора, да? И именно переживание. Почему череп? Череп, потому что вроде как уже прошлое нам показывают. А голова же все же, правда? И это те наши мысли, которые крутятся в голове. И они нас словно не пускают. И вы знаете, тут можно до такого додуматься, что самому себе навредить. Почему? Меч, если мы соединим третий ряд и крайние карты по горизонтали, а это ссора. Мы можем настаивать на своем, но примите, наверное, мои дорогие овны, как подсказку. Вот это точно как подсказка высших сил. Ты, овен, ну, какую-то свою линию не гни.
Или, мои дорогие, не давите своим авторитетом на кого-то. Возможно, это в личной жизни вполне такое могу допустить, а может быть, это и по работе. И я ведь не утверждаю, что ваша позиция неправильная или точка зрения. Нет. Но иногда бывают такие моменты, когда вот именно вот в этом пункте нашей жизни лучше не настаивать. Может быть, через полчаса, на завтра мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Или какое-то новое решение у нас самих появится. А кто знает, иногда за пару минут даже мы получаем какую-то новость или сами переосмысляем и понимаем, да елки-палки, вообще это не очень-то и важно, не нужно на этом настаивать. Поэтому, правда, не помешайте сами себе. А в остальном я не вижу каких-то преград. Единственный момент, смотрите еще, у вас совпадает листва, это значение дерева. Дерево в этом пасьянсе ожидания. И может быть у кого-то вот все эти эмоции как раз и связаны с тем, что какой-то вопрос не решается. Или не так быстро. Или какой-то человек не так быстро откликается. Может быть, он и занят. Или какие-то еще темы у него есть. А вы уже можете досадовать. И, кстати, я пропустила дорога. Для кого-то из вас вот дорога практически к полному исполнению желаний и к деньгам. Но, по крайней мере, к радостям, к возможностям и к финансовому благополучию. Давайте так с вами скажем. Но вы-то тут надумать себе можете очень даже много разного всего, которое вам абсолютно не помогает, а наоборот еще и может помешать. Хотя вот я смотрю на какие-то преграды вот такие, да, какие тут могут быть значения, которые, ну реально, требуют, чтобы вы на это обратили внимание. Причем это я ищу значения, которые со знаком минус, чтобы как подсказку это трактовать. И вы знаете, я этого не вижу. Поэтому действительно, не давите своим авторитетом и не бегите впереди паровоза. Умно хочется быстрее, но иногда мы сталкиваемся, кстати, с людьми. Вот есть такая фраза «тягодум», да, или «тяжкодум», кто как говорит. Но не все люди мыслят моментально или как-то быстро могут принимать решения. Взвесить должны. Но это ведь не говорит о том, что человек плохой, а это только говорит о том, что ну где-то энергии не согласовываются, энергии человека и наши. Поэтому будьте мудры, мои дорогие овны. Итак, следующие карты. Что же спешит вашу жизнь? Давайте еще раз узнаем. И с чем это связано? Как знак судьбы достанем еще одну с вами карту, как подсказка высших сил, что вам хотят сказать или на чем акцент вашего внимания заострить. И к чему все идет. Значит, то, что спешит в вашу жизнь, какое продолжение следует. И вот эта подсказка, что она означает, к чему это все идет. А далее мы с вами достанем еще две карты. Это сфера ваших достижений, мои дорогие овны, и сфера личной жизни. Итак, что же спешит в вашу жизнь? Или кто? Ух ты! Мои дорогие мужчины, женщина очень важная в вашей жизни. Это может быть и любимая женщина, встреча. Может быть, это вы в дорогу собираетесь. Может быть, где-то переживаете, чтобы вовремя были документы, билеты. Ну, где-то нетерпение может давать сбой. Вот этот меч как раз и может быть, что по ходу можно поругаться с кем угодно. Начиная, наверное, от какого-то чиновника, который выдает документы, к примеру, да, если вот та ситуация, о которой я говорила, потому что дорога, и кончаю кассиром, потому что он медленно работает. Но есть тот факт, который вам хочется осуществить быстрее, мои дорогие. Но все-таки императрица – это не совсем про скорость, это про мудрость и дипломатию. Поэтому, если мы говорим, кто спешит или что спешит, пусть даже меня смотрят девочки, это ваши какие-то задумки, темы, то, что вы хотите осуществить, вот самое время, или словно ваше время пришло. Но, может быть, договариваться все же вам придется. Вообще карта императрицы – это символ нового «я». И вполне вероятно, вот кто-то из вас задумается поменять работу. Или кто-то будет по личной жизни, да, все-таки смена статуса проходит по этой карте. И у кого-то это, значит, работа будет. Или бизнес, например, да. Ваши дела, кстати, могут идти в гору. Все же очень хорошее сочетание. Может быть, эта поездка и необходима для того, чтобы по делам по бизнесу. А у кого-то это будет необходимо по личной жизни. Или, может быть, это два события вместе не связанных, потому что есть сфера ваших достижений,
Уверенно говорю, есть сфера вашей личной жизни, все же аркан императрица. Это не важно для всех, каждого из вас. Единственный момент – это быть дипломатом определенно точно стоит. И все то, что я говорила уже по пасьянсу, для вас словно на кону стоит что-то очень важное. Поэтому иногда это бывает, знаете, добрые дела наспех не делаются. И есть поговорка тоже, спешка. Для чего нужна? Я уже не продолжаю, но все или каждый из вас, я думаю, догадывается. Поэтому, знаете, не всегда скорость нам помогает. Она нам чаще всего помогает наломать дров. А потом мы оглядываемся и думаем, ой, елки, как это я так вот сумел? Ну, я исправилась, например. Да, иногда вот этот вот заключительный эффект мы получаем совсем не тот, который задумали в самом начале. У вас очень ресурсное время, мои дорогие овны, и астрологически ведь тоже так же. И знаете, это как ваш выход на авансцену, но вот в эту неделю у вас, правда, могут решиться какие-то вопросы, но вы можете отчасти из-за своего нетерпения, скорости или не совсем вот так идет, так как вы хотите. И вас это, кстати, может раздражать. Вот этот череп может говорить и о внутреннем раздражении. Ну вот это чувство как и досады, так и нетерпения, мы чем-то недовольны. То есть вот именно это может вас подвигнуть на некоторые подвиги, когда вы куда-то поторопитесь, или буквально, или поторопитесь сказать какую-то фразу. Ладно, что вам нужно услышать? А вы знаете, тут у вас работа с информацией все же предстоит. И по пятерке жезлов это и информационный хаос. Тут и люди могут злить, вот это точно. Но поэтому карта, может быть, вас готовит и дает вам такую подсказку, вот как высшие силы. Приготовься, Овен. Люди себя могут вести по-разному. Они тебя могут раздражать. Где-то информация, ты ищешь одну информацию, тебе начинают, даже банально, вы пришли, ну, может быть, к чиновнику, или какой-то разговор, именно вы затеяли важную для вас беседу, может быть, по работе, или это касается ваших достижений, документов, может быть, учебы. А вас, словно человек, уводит куда-то в сторону. Дальше того вашего намерения, что вы собирались прояснить, вас это тоже может злить. Вас интересует какая-то конкретика, а тут все что-то такое обтекаемо. Будьте благородны, мои дорогие овны. И правда, не все знаки зодиака, и это точно. Кстати, я должна сказать, даже вот по общим прогнозам. Конечно, мы можем и не верить ни в пасьянсы, ни в расклады. Все это так очень относительно. Я вот реально очень на это смотрю. Но, тем не менее, вот есть такая подсказка. По предыдущим даже прогнозам из всех знаков зодиака. И именно для вашего знака зодиака был такой прогноз более жизнеутверждающий, что ли. И астрологически это все совпадает. Поэтому вот не все находятся в ваших энергиях. Поэтому я и призываю вас быть где-то терпеливее, благороднее в том плане, ну, понятно, не замечтаться, потому что фейки тоже могут проходить, кстати, по пятерке жезлов. Или работа с информацией, она тоже предусматривается. И абсолютно не все новости, которые вы услышите, на деле будут означать правду. Вам словно придется эту правду искать. Или, мои дорогие овны, вам придется контактировать с разного рода людьми. И люди могут находиться в разном эмоциональном состоянии. Поэтому вот это нужно учитывать. У вас вверху карта императрицы и ваши какие-то приоритеты, возможности. Поэтому будьте мудрыми императорами, всегда говорю, потому что ваш аркан больше относится, конечно, к карте император. Это вот мое мнение, два мнения существует, одно мое, второе неправильное. И это, кстати, и чем обусловлено? Спешкой. Или тем, что вы сами куда-то торопитесь. У вас тут все происходит в свое время. И более того, если карта даже вот нам говорит, точнее, значение, что вот нужно подождать, а потом в итоге, посмотрите, получается полное исполнение желаний. Мои дорогие овны, время работает на вас. Не торопитесь, это правда. Давайте узнаем, к чему же все идет. Здесь, знаете, это всецелого благополучия. И знаете, если это личная жизнь, конфетно-букетный период, признание в любви, для людей семейных здесь тоже какая-то гармония, взаимопонимание, рыцарь чаш. И вообще нам карта говорит, даже могут быть и новые знакомства. Но опять же она предупреждает, что чтобы ты, Овен, порадовался или впустил в свою жизнь вдохновение,
Не ставь пока, может быть, по части даже личной жизни, каких-то грандиозных замыслов. Я особенно, наверное, это относится к тем, у кого новое знакомство, или когда вы еще хорошо человека не знаете. Хотя и для семейных здесь тоже будет какая-то добрая такая траектория для ваших отношений, когда не нужно вспоминать, что было прежде. Да, мы иногда такое можем сделать, сказать, а ты помнишь, вот что там было? Или не, а вот я помню, что, как ты поступил, или что ты сказала, да, вот тут такое что-то. Не вот какую-то ссору, склоку, на какую-то дистанцию не уходите, потому что наоборот, тут все на сближение. Аркан, опять же, императрица и карта рыцарь чаш. Это вот эти все добрые эмоции, которые буквально спешат в вашу жизнь. И к чему все идет? Будете дипломатом, значит, вот именно вот это радость, счастье, эмпатия, романтика, ведь это еще карта романтики. Вот эти чувства. Не загубите где-то, может быть, и чувства. Не переходите быстро к какому-то голому материализму. Позвольте себе, мои дорогие овны, романтику, полет души. По крайней мере, вам это помогает. К чему же все идет вот эта пятерка жезлов? Кстати, люди могут быть. Ну вот нам, наверное, говорят, зри в корень, Овен. Не уделяя внимания, вообще тут никаких не должно быть эмоций. И жезлы, дела, работа, бизнес, деньги, документы. То, что к эмоциям не должно относиться. И тем не менее, пятерка жезлов, она более эмоциональная карта. Почему? Потому что нас все достало. Или нас люди раздражают, я уже говорила. Или информация в каком-то своем хаосе, информационного хаоса, карта я ее так и называю, она нас тоже отвлекает от дел. Или нам хочется быстрее разобраться с вопросом, а быстрее опять же не получается. И вот шаг за шагом нас, или мы себя сами уже где-то и накрутили. А рядом аркан справедливости. И вот есть фраза, да, поспешишь, говорят, людей насмешишь, или не просчитал что-то, или бумагу какую-то подписал, не прочитал, что там разным шрифтом написано, или дал кому-то согласие, да, я тебе помогу, включусь в какой-то вопрос. А потом у самого так обстоятельства складываются, что вам и уже просто времени ни на кого не остается. Более того, все-таки серьезно этот аркан, к чему все идет. Тут вы сами можете дать кому-то обещание. Вы можете даже, кстати, и поссориться. Вот есть такой момент тоже по пятерке жезлов. Вы можете неправильно воспринять человека. Иногда по пятерке жезлов нам пафосно что-то обещают, а мы верим. А аркан справедливость говорит где-то даже об юридической ответственности. Ведь это как закон кармы. Как аукнется, так и откликнется. Или те действия, которые вы делаете на этой неделе, или как вы поступаете, они вам как будто отзовутся в будущем. Хотя я могу предположить и другое, у кого-то напрямую. Может быть, и споры есть. Поэтому вверху аркан императрица. Попробуйте, мои дорогие овны, путем медиаторства, договоров. Не расширяйте, правда, дистанцию конфликта. У кого вот эта ситуация откликается. Потому что лучше не доводить до судов, до каких-то разбирательств, иначе там еще двояко. Мы еще не знаем, что из этого получится. Поэтому держите марку и осанку на любых поворотах, и здесь ведь вам никто не мешает. Тут единственный момент, как я уже говорила, своей скоропалительностью не помешать, или какой-то торопливостью, или из-за торопливости, из-за какой-то спешки неправильно оценить ситуацию. Вам нужно буквально, может быть, найти недостающую информацию, а для кого-то по какому-то вопросу консультация, может быть, или юриста, или адвоката. Но это все то, как подсказки высших сил и к чему все идет. Давайте посмотрим сфера ваших достижений. Ну вот, чтобы не было вот такого какого-то неприятного случая, держите глаза открытыми, буквально. Здесь не нужно думать, что какой-то вопрос решится сам. Более того, тут ведь проблем нет, это карта искаженного восприятия. Женщина, девушка, она не видит, что вокруг нее происходит. А то, что изобразил художник, это она так представляет. Вот ей представляется мрак, холод, вороны и вообще какое-то такое состояние,
Нам рядом, кстати, подушка показана. Не случайно эта карта обозначает бессонницу или инсомнию. Поэтому иногда мы просто недостаточно отдохнули. Уставшие люди делают ошибки. А вот как раз на усталости у нас больше бывает тех импульсов. Так устроен человек, физиология. Примите это во внимание. Когда мы усталые, мы хотим, нам хочется именно быстрее закончить с каким-то делом, быстрее разобраться с каким-то вопросом. Но вот на этой неделе быстрее – это не значит правильно. Быстро – это не значит лучше. Я уже говорила, здесь некоторое время или дать время себе подумать. Может быть, и найти какую-то дополнительную информацию. Или не нарисовать себе каких-то страхов внутренних, сомнений. Помним, что страх искажает реальность и сковывает сердце. Ну, вас не назовешь людьми, которые что-то боятся. А вот как раз ваш адреналин может сыграть, ну, наверное, как Александр Македонский отбирал себе воинов. Он их пугал. И те, кто бледнели, ну, это чисто физиология, вырабатывается норадреналин, и человек бледнеет, он как в стопоре в каком-то. Он не может двигаться или он не может принимать, по крайней мере, важные решения. А вот у кого адреналин или те, кто, если их хорошенько разозлить, они краснеют, вот для Александра Македонского вы бы вполне подошли, потому что только в бой, и покой нам только снится. Понимаете, вот такой, я не случайно, я, по-моему, весь наш расклад где-то вокруг и около этого кручусь, да, но нам об этом и говорят, поэтому страх искажает реальность. И ведь этот страх, он может быть внутренний. Это не потому, что вот вы именно чего-то боитесь, а это когда? Из-за того, что вам что-то не нравится. Не нравится именно в контексте, когда вы боитесь куда-то опоздать. Вот такое может быть. Или вам кажется, если я сейчас разберусь с этим вопросом, он закроется. Но вот, наверное, на этой неделе эта тактика не срабатывает для вас тоже. Поэтому здесь лучше быть реалистом и некоторым вопросам позволить идти своим чередом. По крайней мере, это то, что касается работы, денег и бизнеса. Ведь здесь у вас что-то очень хорошее. Но, видимо, я так думаю, вам нужно не просто получить что-то, или согласовать, или иметь эту возможность, или деньги. Я вижу, что вам нужно продолжить вот эту стратегию, тактику, причем так правильно, чтобы не было каких-то хвостов. Вот иначе вам придется разбираться в будущем, может быть, с теми делами, где вы наследили вот на этой неделе. Поэтому не торопитесь. Личная жизнь, не ну любовь, ну что ты тут скажешь. И знаете, вот вообще вам дипломатия помогает, как и в личной жизни. Ведь когда выпадает эта карта, пусть это у нас на личную жизнь, но в принципе мы смотрим энергия. Это ваши энергии, которые вам помогают договориться. Это те энергии, которые помогают обойти острые углы. Это те энергии, которые помогают красиво, элегантно кому-то сказать «нет». Но не так вот «нет», как говорил Марк Твен, словно мокрое полотенце. А говорить «нет» нужно как элегантно, как подавая пальто. Вот представьте себе где-то так. Вот такие энергии, все карты нам об этом, мои дорогие овны, ресурсный период, что говорить. Но вам, может быть, основная задача, как я говорила, и не бежать впереди паровоза, и быть дипломатом. И тогда очень многие желания ваши исполнятся, да и вообще вы переходите словно на новый виток нового качества жизни. И астрологически это точно так же. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.